Привет, с вами Алена. Сегодня покажу, как работать твердосплавным шаром. Многие думают, что это непонятная фреза или годится только для зачистки стержневых мозолей. Но так как я с Beauty Day привезла много всего классного и нового, в общем, я обещала показывать, и я показываю. Вот одна из моих находок – это такой шарик. Он идет с синей насечкой, и эта серия там какая-то у них новая, Typhoon Pro вроде бы она называется. Ну, в общем, ссылку на всякий случай оставлю, кому интересно. И, в общем, прикол этих фрез заключается в том, что это подофрезы, то есть они не заимствованы у стоматологов, как раньше было это принято, они прям разработаны специально именно для подологов, то есть для работы по ногтю, даже не по коже. И вот в данном случае я этой фрезой истончила ногтевую пластину до такого состояния, чтобы можно было кусачками аккуратненько ее срезать как мягкую кожицу. Как видите, пластина тонкая, и я ее аккуратно срезаю. Кстати говоря, по поводу вообще нашего случая сегодня. Это девушка, которая обратилась жалобой на то, что она, когда готовилась к свадьбе, ходила в магазин и тележкой продуктовой, значит, это когда покупала соки, прям вот даже такие подробности были. В общем, она прищемила себе палец и спокойненько себе вышла замуж, делала покрытие всякое такое, и вот сейчас она заметила, что у нее растет вот такой ноготь, там непонятно что, и обратилась она к нам за помощью. Пришла ко мне на зачистку, и, в принципе, почти сразу было понятно, что у нее есть под ногтевой пластиной две полости с содержанием белесо-желтого цвета. Не буду произносить это слово, а то вдруг YouTube будет ругаться, а тут, знаете, надо осторожнее, глаз да глаз, поэтому, вы поняли, в общем, какое там было содержимое. И это очень удачный случай для того, чтобы показать, для чего же можно применить такую фрезу. Естественно, одной тут фрезкой не отделаешься, обязательно нужны еще инструменты. Это всегда кусачки, эти конкретно не для кожи, они специально ногтевые, для вросших ногтей, либо для вырезания стержневых мозолей. На них ссылочку тоже обязательно оставлю, но сразу хочу сказать, что чисто ноготь ими резать сразу у вас банально не получится, потому что они достаточно тонкие, они для тонкой работы, поэтому сначала истончаем фрезой и потом уже вырезаем. И так далее мы будем чередовать эти инструменты до тех пор, пока не достигнем нужного результата. А результат у нас будет следующий, то есть мы уберем вот эту часть ногтя, ту, которая отсоединилась от ложи, и получится частично у нас будет отсутствовать ногтевая пластина. И тут мне очень часто задают вопрос, а как же потом ноготь будет расти? Нормально он будет расти, оставшаяся нижняя часть ногтевой пластины будет отрастать в обычном режиме, сверху из-под кутикулы будет появляться новый здоровый ноготь, а вот эту дырочку мы пока оставим. И тут, конечно, могут сказать, что, наверное, ей будет больно и неприятно, поэтому, естественно, в конце у нас будет дышащая повязка, но со временем ложа адаптируется, загрубеет, и она перестанет чувствовать дискомфорт. Это буквально пару дней, и все у нее точно пройдет. По поводу больно или не больно. У меня какой-то сегодня такой блиц ответов на вопросы, да. Мне часто пишут, ой, это, наверное, больно, а вы делаете анестезию, там у вас есть медобразование, чтобы делать уколы и так далее. А мы не делаем анестезию, мы это не обезболиваем, потому что процедуры все безболезненные. Иногда бывает, что клиенту страшно, и вот у страха глаза велики, и тогда, конечно, он думает, что ему и больно, там, и щекотно, и всякое с ним происходит. Но на самом деле тут не может быть больно по причине того, что это травмированная часть ногтя, причем в нашем случае травма уже, условно говоря, успокоилась, и мы банально достаем ненужные кусочки, да, ненужные части, и, соответственно, работаем по мертвым тканям, то есть они не живые, там все разъединено, то есть это конкретно посередине здесь ногтя у нас есть анихолизис, то есть пустота с содержимым, поэтому там точно никакой боли не будет, при условии, что мы сработаем точно, а это означает, что ту часть, которую мы уже зачистили вот посередине, розовенькая, конечно же, трогать больше нельзя, потому что там живое, оголенное, новое ложе, и это нужно, естественно, понимать и работать очень осторожно.
Здесь все увеличено на полный экран, чтобы вам было видно. На самом деле это просто микроработа, то есть ты сидишь и счищаешь по микрону, по самому маленькому кусочку, несмотря на то, что это выглядит так, как будто я махаю фрезой, хей, но на самом деле это не так. Тут ускорено и приближено, а так сидишь, потеешь и почти не дышишь. И еще параллельно успокаиваешь клиента, потому что его, в момент осознания того, что ему придется ходить без части ногтевой пластины, конечно же, не радует никого. Ну, в общем, мы закончили зачистку, я ей все объяснила, как это будет срастать, все с ней будет хорошо, никаких супер дополнительных уходов не нужно, разве что вот масло для самомассажа, увлажнения и стимуляции роста. Дальше у нас был еще один палец, это был большой пальчик, и на нем у нас образовался боковой анихолизис. История умалчивает, по какой причине он там образовался, но она говорит, что, возможно, она в тот же день тоже и его прищемила, но тот было больнее, поэтому этот она банально не заметила. А после того, как сняли покрытие, она обнаружила вот такую вот штучку. И, конечно, сейчас будет логичный вопрос, от чего же вообще бывает боковой анихолизис. Ну вот из того, что видела я, чаще всего боковой бывает при перепиливании боковой стенки с помощью фрезы или пилки, либо когда есть большая длина свободного края, человек ударяется и по стрессовой зоне вследствие механического воздействия удара вполне может появиться вот тот самый нелюбимый боковой анихолизис. Но и это тоже не смертельно, и анихолизис это не приговор. Я, конечно, извиняюсь, но с этим живут, это проходит, это зачищается, и у меня даже язык не поворачивается сказать лечится, но это просто устраняется. Там ничего сложного и ничего такого страшного нет, поэтому не стоит при слове «у вас анихолизис» падать в обмороки. Все будет точно хорошо. Мы все зачистили, все убрали, теперь ничего не будет мешать ноготочку отрастать. Клиенту на уход рекомендуем всегда масла. Масло нужно для того, чтобы увлажнять и стимулировать рост, а для того, чтобы клиент делал массаж. А еще оно пахнет хорошо, и это поднимает настроение. А тут я ее в чем-то отчитываю, что-то объясняю, видите, ругаю пальчиком, видимо, даю какие-то рекомендации. Ну а вам большое спасибо за просмотр. Пока-пока. С вами была Алена. Берегите себя и свои ногти. И до новых встреч.